Ты в порядке, Андрей? Ты как вообще? Через 20 минут он меня собьет. Я получу несколько ушибов, растяжение голени и легкое сотрясение мозга. Буду ли я зол на него? Конечно. Ну а мне остается только лежать на асфальте и приходить в себя. Мне стало страшно ходить по тротуарам. В любой момент в твою спину может влететь самокатчик, и приходится постоянно оглядываться. А что если ты с собакой? Или с ребенком? Если честно, мне это как-то порядком надоело. Иронично, что я сам пользуюсь кикшерингом и считаю это отличным транспортом для города. Почему же так вышло, что мы все возненавидели самокатчиков? Почему их станет только больше и ситуация станет хуже, мы будем разбираться в этом видео. Это Андрей Мурашкин и мой фильм про самокатчиков. Ответьте быстро! Электросамокаты появились в России в 2018 году и буквально за несколько лет превратили обычные улицы городов в вот это. Я помню, как появились первые устройства. Это были совсем неудобные маленькие самокаты, которые пристегивались на замки. Было их немного, они не валялись под ногами, да и, честно сказать, вообще были неприметны. Буквально за несколько лет электросамокаты стали одним из самых популярных видов общественного транспорта. Более 23 миллионов поездок совершили пользователи в 2023 году. Получается, всем нравится, все довольны. Чего бубним-то? Спрос, правда, есть. Каждый год количество пользователей только растет. На данный момент в Москве активны 60 тысяч электросамокатов. В Питере 48 тысяч и в Новосибирске 4,3 тысячи штук. А по всей стране более 40 компаний операторов кикшеринга. Почему же идея всем зашла? Ну, во-первых, это просто удобно. Запустил приложение, нашел ближайший самокат, навел камеру на QR-код, нажал старт и поехал. Далее оставил его в любом разрешенном месте и все. Это удобнее, чем покупать и содержать свой самокат. Это удобно, когда нужно успеть на встречу, но в городе пробки. Ну или просто не хочется томиться в душном автобусе. Это дешево. Поездка обходится в среднем от 5 до 8 рублей в минуту. Если поездка короткая, то выходит дешевле, чем на такси. При условии, если ты, конечно, один. Тут стоит добавить, что это еще и экологично, но пользователям плевать, об этом почти никто не думает. Человеку важно, чтобы он сел и быстро доехал из пункта А в пункт Б и заплатил за это как можно меньше. Сервис делался для удобства, но идея, как обычно, столкнулась с реальностью. Проблема в людях, не в самокатах. Большинство тех, кто встает на него, не понимает, как им управлять. Поставить десятки тысяч самокатов на улицу мы смогли, а вот научить людей ездить на них как-то не очень вышло. На арендованных самокатах стоит ограничение скорости до 25 км в час. Но даже этой скорости хватает, чтобы размотаться по асфальту, ну и получить травмы вплоть до смертельных. Еще хуже, если самокатчик кого-то зацепит и покалечит невиновного. Вы видели, чтобы хоть кто-нибудь надевал на себя шлем? Даже если это в теории стало бы обязательным, люди бы не стали это делать. У нас до сих пор большое количество водителей, которые не пристегиваются.
Первая проблема – отсутствие защиты. Нет шлема, нет подлокотников. Пешеход тем более никак не защищен. Едет 75-килограммовый парень на самокате, который весит 35 килограмм со скоростью 25 км в час. При столкновении сила удара будет равна 2652 джоулям, а это значение равно примерно силе удара боксера. Не каждый захочет получить такой удар, просто гуляя по улице. Вторая проблема – это идиоты. Те самые идиоты, которые начинают лихачить, устраивать шашки между прохожими, пытаются проехать максимально близко и экстремалят. Таких идиотов много, очень много. К сожалению, именно из-за них и происходит большая часть аварий. Посмотрите подборку ДТП с самокатами. Большинство из них происходит по двум причинам. Первое – превышение скорости. Второе – не спешиваются на пешеходном переходе. Ну и наш знаменитый петушеринг. Это когда два человека едут на одном самокате. Я, конечно, понимаю, что так дешевле, но, во-первых, это выглядит очень странно. Самокат не предназначен для двоих людей. Во-вторых, вы увеличиваете шанс упасть с него в несколько раз. Компания китшеринга знакома с этой проблемой и пытается найти способ избавиться от петушеринга. Якобы в разработке программа, которая сможет определить, что на самокате два человека. Но пока только идут разговоры. Поэтому мы видим, как по тротуару носятся два парня в обнимку на скорости 25 км в час, не замечая никого вокруг. Куда вы торопитесь? Вот честно, зачем лететь, выжимая газ по полной? У нас просто нету мест для того, чтобы комфортно и безопасно кататься на самокатах и велосипедах. Вот мы и подобрались к третьей проблеме. Это отсутствие инфраструктуры. Наши города были не готовы к шерингу. Окей, велосипеды еще как-то справляются с плохой дорогой. Но как только самокат попадает на обычную улицу среднестатистического города, он разваливается меньше, чем за сезон. Каждая яма – это потенциальное падение. Маленькое колесо, в отличие от большого велосипедного, не способно легко проскакивать ямы. Даже небольшой скол на асфальте вывернет вам руль и отправит ваше лицо навстречу с бетоном. Я живу в Новосибирске. Это третий по величине город в России. У нас чуть больше 4000 электросамокатов. И наш город был не готов к этому. Практически нет в городе велосипедных дорожек, а весь асфальт на тротуаре представляет собой просто горный рельеф. Будучи пешеходом, ты привыкаешь и не замечаешь этого. Но как только садишься за руль самоката, начинается квест, в котором нужно просто не убиться. Дорога разбита, на перекрестках бордюры, из-за которых нужно постоянно останавливаться и перетаскивать самокат через них. Удовольствие получить от поездки почти невозможно. Но плюс в том, что разогнаться на такой дороге крайне сложно, это интересный метод защиты от идиотов. В начале прокатного года большинство этих самокатов были вполне пригодны для использования, но если посмотреть сейчас на них, то они все убиты, расшатаны и все дребезжат. 90% всего парка самокатов абсолютно непригодны для того, чтобы на них сейчас кататься. Почему это получилось? Банально, потому что посмотрите на дорогу. Она идеальна, просто шикарна. Удовольствие от катания по такой дороге получить почти нереально. Ты, по сути, всю дорогу едешь, трясешься, и любая яма потенциально является для тебя фатальной. Поэтому, ребят, ездите аккуратно, особенно если в вашем городе плохая дорога, разгоняться плохая идея. Да и, в принципе, разгоняться идея сомнительная. Нет, здесь нельзя так спускаться, давай дальше. Справедливости ради, в Новосибирске есть хорошие дороги. Пример вот у меня за спиной. Но, к сожалению, их всего лишь процентов 5-10 во всем городе. Остальное, в принципе, как вы видели во всем ролике. Город был не готов к этому, это правда. В Москве, понятное дело, дорога лучше. Я катался по Москве на самокате и получил приятный опыт. Но опять же, это только в пределах третьего транспортного. Дальше начинается так же, как в регионах. Четвертая проблема – это дети на самокатах и пьянь. С последними понятно, выпил, захотелось прокатиться, сел, поехал. Таких хватает и за рулем автомобилей. А вот дети на самокатах – это реальная проблема, с которой достаточно тяжело бороться. По идее, до 18 лет запрещено кататься на электросамокатах. Но ни детей, ни родителей это не останавливает. Взрослые либо сами арендуют самокат от своего аккаунта и передают ребенку, либо сами же подростки просто покупают аккаунт в телеграм-ботах и спокойно катаются, пока аккаунт не заблочат. Иногда посмотришь, а на самокате может нестись на полной скорости ребенок лет 11.
который с трудом держит руль и трясется весь от страха. Или еще жестче. Родитель едет на самокате, и на нем же стоит его маленький ребенок. Можете представить, что происходит, когда самокат на полной скорости врезается в кого-то? Большую силу удара получает именно ребенок. И что с этим делать, я честно не знаю. Можно сколько угодно думать, что ты классный водитель, что очень внимательный и ни за что не попадешь в аварию, ведь классно прыгнуть на самокат и начать проноситься мимо людей, наклоняясь в разные стороны и свистя тормозами прямо перед человеком. Нужно еще вставить в уши наушники, никого не слышать, ни на что не реагировать. Идеально делать все то же самое, но уже вдвоем на одном самокате. Зачем платить за два, ведь можно прыгнуть на один и пронестись по пешеходному, несмотря по сторонам. А лучше всего не снижать скорость, нужно быстрее, сука, как можно быстрее. Зажми кнопку газа И размотайся нахрен по всему асфальту, попутно зацепив пару прохожих. Но потом не удивляйся, почему самокатчиков все ненавидят. В самокате что-то сломалось. Возьмите другой. В самокате что-то сломалось. Возьмите другой. Раньше самокатчик приравнивался к пешеходу, поэтому виновным в ДТП чаще признавали автомобили. В 2023 году самокаты признали как средство индивидуальной мобильности, то есть СИМ. Но от этого все стало еще сложнее и запутаннее. Вроде признали как СИМ, но в разные случаи могут признать и как мопедом, и как пешеходом. Точной трактовки, что такое самокат, пока не появилось, и именно из-за этого и возникает большая часть проблем. Самокатчик сбил человека, уехал, и ему ничего за это не будет, да и виновного-то тяжело найти. При этом чаще всего не прав именно самокатчик. На тротуаре прав всегда пешеход, и неважно, кто на кого выскочил. Если произошло столкновение, то самокатчик автоматически становится неправ. Но вот если самокатчик не спешился на пешеходном переходе и его сбил автомобиль, то вот тут возникает спорная ситуация. По идее, водитель виноват. Он совершил наезд на человека, который пересекал пешеходный переход. Но самокатчик летел на полной скорости, и водитель не успел бы среагировать. Это как рекомендация не перебегать пешеходный переход. Законом не запрещено, но этим мы можем подставить водителя. Так же и здесь. Просто спешивайтесь. Быстрее вы не приедете, вас все равно тормознет следующий перекресток. Ну а если будете спешиваться, это избавит вас от серьезных последствий. Знаешь, сколько езжу по городу, почти никто не спешивается, кстати. Реально, я такого человека последний раз видел недели 2 назад. Почти все проезжают пешеходный переход просто на самокате. И это пугает. Я не понимаю, вообще инстинкт самосохранения отрубился. Самокаты никуда не денутся. Это очень большой и выгодный бизнес. В него вошли такие крупные игроки, как Яндекс и МТС, и вот так просто взять и убрать десятки тысяч устройств с улицы уже не получится. Можно ли полностью запретить? Вообще да, но я не уверен, что наше правительство на это пойдет. В мире есть примеры полного запрета электросамокатов. Например, во Франции в 2023 году их полностью запретили. 89% голосовавших жителей были против электросамокатов в городе. В 2021 году в городе Торонто, что находится в Канаде, также запретили эти самые самокаты, в том числе личные. Но в этом случае жители были не совсем рады и продолжают кататься, нарушая правила. Если открыть ВУШ, это один из лидеров кикшеринга в России, и найти город Пермь, то мы обнаружим одну сплошную красную зону. 14 апреля этого года местная власть разрешила парковать самокаты только на специальных велопарковках. Кикшеринговым компаниям это было почти невыгодно, так как в центре их не было, и они просто уехали из города. Этот спор длится до сих пор, и в ближайшее время он вряд ли как-то разрешится. Хотя компания ВУШ заявила, что готова вместо самокатов завести электровелосипеды. Это хороший пример того, как запрет может быть даже в нашей стране. Но я не думаю, что электросамокаты запретят. Это бизнес, там большие деньги, пользователям нравится. А количество ДТП с ними не такое катастрофическое, как может показаться. Как и с любым новым явлением, СМИ умеют создавать общественное настроение частыми новостями о ДТП с самокатами. Например, когда терпит крушение самолет, об этом узнает весь мир. Новость разлетается по всем новостным источникам. А если таких новостей будет несколько подряд? Нам будет казаться, что самолеты падают каждый день, и нам будет страшно летать. В 2023 году в России на дорогах погибло более 14 тысяч человек. В авиапроисшествиях 20.
А теперь представьте, что будет, если каждое ДТП будут освещать в СМИ и показывать его последствия. Да мы просто сойдем с ума. Будет казаться, что на дорогах только смерть. Это и делают СМИ. Видео, в которых разбиваются самокатчики, пользуются спросом. Я не буду приводить реальное количество ДТП с электросамокатами, так как есть небольшая сложность в их подсчете. Обычно после происшествия они уезжают, а люди не обращаются в полицию. В статистику попадают громкие случаи, поэтому реальное количество этих ДТП выше, чем есть. Если убрать из СМИ все эти новости, нам станет казаться, что аварий больше нет. Есть такой термин «издержки прогресса». Мы не запрещаем телефоны только по той причине, что на него может позвонить мошенник и обмануть наших родных. Мы не запрещаем автомобили, которые могут нас сбить в любой момент. Человечество каждый год жертвует более чем 1 миллионом человек, которые гибнут на дорогах, ради прогресса. То же самое с самокатами. Поэтому их и не запретят. Это прогресс, который пришел в нашу жизнь и останется с нами надолго. Это бизнес, который приносит деньги. Это удобство для пользователей. Скорее всего, будут ограничения, регулирования, будут снижать скорость, ставить больше красных зон, делать штрафы, вводить обязательное обучение перед тем, как арендовать самокат, но не запретят. Я понимаю, почему люди ненавидят электросамокат. Меня самого бесит, когда на полной скорости они проносятся мимо тебя. При этом я понимаю, насколько электросамокаты это удобно и доступно. Сам иногда ими пользуюсь и остаюсь очень доволен. Пока закон четко не скажет, что такое электросамокаты и какие у него права, проблема так и останется. Я, конечно, против жестких ограничений скорости и прочих мер, но какой-то контроль нужен. Мой главный месседж этого видео – не будь идиотом. Да, вот так просто. Спешивайся на пешеходных переходах, не гони на полной скорости. Езди на самокате вдвоем, и тогда повода ненавидеть эти самые самокаты будет меньше. Все, не забудь подписаться на канал, спасибо, что досмотрел. Дальше бой! Отлично. Было.